Турция сделала заметный шаг на международной арене, выдав ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и 36 высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Бени Ганца. По данным прокуратуры Стамбула, эти лица могут быть связаны с возможными военными преступлениями, и ведомство заявляет о намерении обратиться к Интерполу. Турецкие источники отмечают, что решение было лично инициировано президентом Реджепом Таyyипом Эрдоганом. Подготовка ордера, по информации СМИ, заняла несколько недель и осложнялась длительными переговорами с США и другими международными посредниками о возможной роли многонациональной миссии в секторе Газа. По оценке представителей Анкары, дальнейшее ожидание утратило смысл, поскольку Израиль, как отмечают турецкие источники, препятствует деятельности турецких сил в Газе, а американская администрация, по их сведениям, склонна поддерживать Иерусалим. Израильский ответ, как сообщают представители страны, был категорическим. Они заявили, что турецкие войска не будут включены в многонациональные силы, подчеркнув: никаких турецких сапог на земле не будет. Израильские медиа и аналитики отмечают, что Турция часто использует формулировку «во имя мира» для реализации собственных интересов, создавая новые объекты и зоны влияния. По информации экспертов, примеры Судана, Ливии и Сомали демонстрируют, что гуманитарные или инфраструктурные миссии Анкары могут постепенно трансформироваться в стратегические точки с военным присутствием и расширением влияния. Эксперты подчеркивают, что каждая турецкая операция, по их оценке, начинается с благих намерений, но может заканчиваться укреплением присутствия Анкары, появлением новых границ и баз на стратегически важных направлениях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своих комментариях отметил, что последние годы Турция проявляет явную враждебность по отношению к Израилю и сионизму, а между странами, по его мнению, не должно быть противостояния. Турецкие источники указывают, что действия Анкары, по их оценке, создают напряжение и усложняют дипломатический диалог. Президент Сербии Александр Вучич вновь обратил внимание на активность Турции в регионе. По его словам, Анкара стремится возродить Османскую империю и, как отмечает Вучич, дестабилизирует Западные Балканы. Он также заявил, что решение Сирии признать независимость Косово, по его мнению, отражает влияние Турции на Дамаск. Вучич подчеркнул, что подобные события были предсказуемы, учитывая турецкое присутствие в регионе, и добавил, что Сербия в ближайшие 10 дней может дать ответ на эти процессы. Президент отметил, что Белград действует стратегически, рассматривая происходящее как долгосрочную гонку, где на кону стоят национальные интересы и территориальная целостность. Военное усиление Турции, по оценке аналитиков, идет рука об руку с дипломатическими инициативами. По данным экспертов, приобретение Турцией истребителей Eurofighter Typhoon, способных использовать дальнобойные ракеты «Метеор», изменяет баланс сил в Эгейском регионе и создает новые вызовы для Греции. Даже при наличии у Афин истребителей «Рафаль» и планов на закупку F-35, специалисты считают, что модернизация турецких Eurofighter может дать Анкаре локальное преимущество в воздухе. Греция ищет пути противодействия, рассматривая альтернативные ракеты «Воздух-воздух» и укрепляя военно-техническое сотрудничество с Израилем и Индией. Как отмечают аналитики, израильские ракеты Skysting, обладающие дальностью до 250 километров и высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, рассматриваются Афинами как эффективный инструмент противодействия турецким системам. Турция, исключенная из программы F-35, делает ставку на Eurofighter и на разработку собственного двигателя для истребителя пятого поколения «Каан». По информации экспертов, Анкара активно налаживает контакты с европейскими производителями авиационных двигателей, включая Rolls-Royce, MTU и ITP Aero. Покупка итальянской компании Piaggio Aerospace, как отмечают источники, рассматривается как часть стратегии создания национального авиадвигателя. Эти шаги, по мнению аналитиков, демонстрируют стремление Турции модернизировать ВВС, несмотря на длительные сроки поставки Eurofighter и постепенное появление F-35 у Греции.
На Ближнем Востоке ситуация остается напряженной. По данным курдских источников, переговоры сирийских демократических сил с Дамаском зашли в тупик, и северные регионы страны продолжают рассматриваться как потенциально опасная зона, где может разгореться вооруженный конфликт. Представители СДС заявляют о приверженности демократической интеграции регионов в сирийские государственные структуры. Однако их исключение из переговорного процесса, по оценке экспертов, создает серьезную напряженность и риски эскалации. Израиль и Греция усиливают военно-техническое сотрудничество. Недавние совместные учения по дозаправке в воздухе с участием израильских KC-707 и греческих F-16, как отмечают аналитики, демонстрируют рост оперативного взаимодействия в условиях нарастающей региональной напряженности. Греция активно модернизирует свои ВВС, приобретая французские истребители «Рафаль» и развивая сотрудничество с Индией и Израилем, что вызывает обеспокоенность Турции. Турецкие СМИ, по данным экспертов, распространяют сомнения о качестве французских истребителей «Рафаль» через свои и пакистанские источники, пытаясь ослабить союзные связи Афин. В свою очередь, Индия, успешно противодействуя турецким беспилотникам «Байрактар-ТБ-2», усиливает влияние через сотрудничество с Грецией и другими региональными партнерами. По оценке экспертов, это создает новые стратегические вызовы для Турции, затрагивая военно-техническое превосходство и экономические интересы. Системы «Акаш» и ракеты «Брахмос» рассматриваются как инструменты глобальной стратегии сдерживания Анкары. Новые инвестиции Индии в Грецию и совместные проекты в оборонной промышленности укрепляют позиции Афин. В этих условиях действия Турции, по мнению наблюдателей, воспринимаются соседями как попытка увеличить влияние в стратегически значимых точках, где пересекаются интересы крупных региональных и глобальных игроков. В целом, Турция демонстрирует комплексный подход к укреплению своего влияния. По оценке аналитиков, ее действия охватывают давление на Израиль и страны Западных Балкан, модернизацию ВВС, создание стратегических союзов и информационные кампании. Противодействие со стороны Израиля, Греции, Сербии и Индии, как считают эксперты, показывает усиление конкуренции, а баланс сил остается хрупким. Каждое действие Анкары отслеживается другими игроками, делая регион динамичным и непредсказуемым. Политические, военные и экономические шаги Турции формируют сложную геополитическую мозаику, где последствия одного решения ощущаются сразу в нескольких странах и на нескольких фронтах, от Восточного Средиземноморья до Западных Балкан и Ближнего Востока. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости Ближнего Востока и мира.